Всем привет, это Торнхем Лайф. Привет. Сегодня у нас роль журавля для подставки для микрофона. Первый дубль у нас не получился, потому что мы начали писать без звука. И поэтому мы не придумали ничего умнее, как прицепить микрофон на нашего сегодняшнего пациента. Это Плащ из «Бегущего по лезвию» 2047. не 2077. Или 49. 49. Да. Господи, позор на мои седины. В кастомном материале, с кастомным мехом, как всегда у нас все чуть-чуть по-своему, но тем не менее с соблюдением оригинального кроя, пропорций и всего остального. Я не буду сейчас крутить вот это вот все, потому мы что потом покрутим. Да, мы потом покрутим, иначе у нас оторвется петличка. Изначально плащ в фильме был текстильный. Здесь у нас плащ из натуральной кожи и натуральный мех. Натуральный мех натуральный, этот мексиканский тушкан, как вы понимаете, очень дорогой мех. И сегодня у нас будет художественное состаривание изделия. Да, а поскольку это натуральное изделие, состаривать тоже натуральная кожа. Натуральное изделие из натуральной кожи. Мы будем состаривать его с использованием немножечко других средств, не таких, какие мы обычно используем для, так сказать, художественного weathering. Слово weathering, это слово переводится с английского как слово погода. Поэтому мы называем этот процесс гадить. Погода, распогаживается, распогажено. Нет, просто мы в Питере живем, у нас все время гадская погода. Это тоже, да. Итак, в общем, мы заканчиваем трындеть, наверное, и приступаем. Магии без регистрации СМС. Да, говорящие руки будут у нас. Для начала, разумеется, для того, чтобы сделать хороший weathering, и у нас кожа натуральная, вот там у нас лежит плащ, мы сделали образцы. Прежде чем портить изделие, у нас есть образцы. Вот это рукав, и вот на этом рукаве мы с ним произвели некоторые манипуляции для того, чтобы нам понимать. Это тестовый рукав. Это тестовый рукав, не пугайтесь. И мне на самом деле очень нравится то, что получилось. Здесь разные способы... И разная степень издевательства, да, над натуральной кожей. И вот, как вы видите, здесь у нас и наждачка, и жесткая наждачка, и мочалка металлическая, и краска по коже. Получается достаточно интересно на самом деле. Я не знаю, видно вам или не видно. Не уводи вот туда далеко, извините. На самом деле, потому что ты выпадаешь из кадра. Вот здесь вот. Я могу, конечно, сделать немножечко вот так вот, если это спасет от российской демократии. В любом случае, сегодня с нами играют. Да. Наждачка. Вот разной степени тяжести. Мочалка, классическая. Эта штука вообще офигенная. Да, вот это вот офигенная штука, потому что она очень помогает. То есть, если сделать вот так вот, то нам не нужно делать себе маникюр, Щеточки разной степени тяжести. Молоточки разной степени тяжести. Да, именно тяжести в буквальном смысле этого слова. Щадящий растворитель или средство для снятия лака. Да, потому что у него, в принципе, одинаковый, что растворитель, что это самое. Щетка, которая, тоже краска по коже. Краска по коже. Разумеется, ножницы и вот эта вот резалка, которая нам тоже поможет вандалить наше изделие. И, собственно, тоже тестовые образцы. Это для того, чтобы не сразу лезть с тесаком на наш чудесный плащ. И, разумеется, что очень немаловажно, референсы. Папка с референсами, для того, чтобы мы понимали, что мы вообще в принципе делаем. Здесь у нас куча всего на свете, это любовно подобранное. И вот именно благодаря этим референсам мы будем понимать, где и что, какие детали нам нужно подчеркнуть в этом изделии. И еще, конечно, фильм в формате Blu-ray. Фильм в формате Blu-ray никто не отменял. И, собственно, вот там наш плащ, он нас уже ждет нашей работы. Первым этапом мы прошлись краской по коже для того, чтобы затемнить, сделать тени.
То есть изначально В тех местах, где занашивается обычно, когда мы носим просто так изделие. да. Просто мы ускоряем время. Ну, грубо говоря, да, у нас тут машина времени в джакузи практически. Изначально кожа вот такого шоколадного цвета, и мы ее темним именно там, ну, как будто его немножечко подкоптило, Мгм. грубо говоря. Понятное дело, что на выступающих частях нужно делать хайлайтсы. То есть вот здесь, вот, где трется, именно это будет вторым этапом. Но с этим вторым этапом нужно очень аккуратно. И это мы будем делать наждачкой. И это нужно делать очень крайне аккуратно для того, чтобы не прорвать нитки. Потому что если прорвутся нитки, ну, изделие, в общем, долго не проживет, к сожалению. Мажем не стесняемся, потому что это краска на основе воска, вот конкретно вот это. Есть еще всякие другие, но она очень хорошо впитывается, поэтому мы убиваем двух зайцев сразу. У нас такой водотапливающий немножечко эффект получится здесь, я надеюсь. И при этом мы придадим цвет изделию немножечко другой, немножечко более глубокий. Ну, у нас кожа изначально была, как это называется, винтаж. Это когда выделка такая, что как будто она уже немножко состарена. Ну и в процессе производства, соответственно, тоже у нас вот получились вот здесь вот замятости, потому что вся кожа, она же отстукивается, она же отбивается, и она травмируется, получается, и естественным путем придается. Ну и по техническому заданию у нас максимальная динамика у изделия должна быть. Поэтому клеевые материалы внутрь у нас шли только на те места, где они нужны технологически. Все остальное у нас оставлено максимально динамично. Ну и в процессе веверинга еще будет несколько замято, затерто, что равно умягчено. Стол мыть потом. С растворителем. А зачем подстилать журналы? Потому что вампиры не подстилают журналы. Главный принцип художественного состаривания, что у вас на руках должно быть изделие, которое хорошо и аккуратно сшито, для того, чтобы потом аккуратно, но максимально натуралистично нанести на него все акценты и потертости. То есть вы не можете просто плохо сшить. Это Ну да, так не работает. Краска не поможет в этом. Да. Просто плохо сшить, а потом замазать краской, это будет измазанная краской, плохо сшитое изделие. Да. Вот. Для того, чтобы получилось хорошо, изделие должно быть хорошо сшито, быть в состоянии нового, и потом под контролем нанесены все акценты и все потертости, так, чтобы не повредить технологические узлы. Потому что если в процессе веверинга вы разорвете нитки и у вас оторвется рука, это будет немножко не то, чего ожидает от вас человек. Через пару часов дойдет Юрий Евгеньевич, наша ангажированная модель для этого плаща. Мы подснимем еще это на человеке с релевантным плечевым поясом. И вы поймете, почему это очень большой плащ. Потому что помимо кастомного материала и кастомного меха у нас еще кастомная модель. Так, я думаю, что практически все. Нужно чуть-чуть оставить для пигментации и потом Да. сделать плечевую рану на плече.
ключевая рана на плече и хайлайт. Да, и хайлайт. Хайлайт, и посмотрим, что у нас после хайлайта получится. Возможно, где-то нужно будет добавить еще красочки. Поэтому, да, мы оставляем это все дело впитываться. Время для кофе. Так, мы делаем почеркушку вот эту вот, которая пулями убили. На самом деле там у него, по-моему, дырка, да? Ну, у Ну. него там, да, практически дырка. Но нам нужно, чтобы изделие у нас осталось целое. Потом я мелком здесь наметила, и сейчас я... Сейчас. Страшно. Страшно. Вот. Ну и придется это... То есть мы режем? Надрезаем. Дырка нам не нужна насквозь. Ох, страшно. Так, на том же месте надо, да? Да, да. То есть вот у нас центр, Да. вот оно от центра чуть-чуть сюда смещено, то есть я все угадала, я все места угадала. Я чикаю, да? Мгм. А у него спереди стрелял или сзади? Спереди стрелял. Вот сюда. Какой-то... Ну, оно у него, видишь, как будто пуля прошла Ну, по касательной. по касательной, да. И вот, да, вот так. Да. Вот я сейчас, знаешь, что сделаю? Вот я сейчас сделаю. Мгм. Смотри. Гениально. Меняю это, как обычно. Я гений всякого. Я гений всякого. Ну, как-то так. Огнина. По-моему, шикарно. Я думаю, может, Ну, даже чуть-чуть этим самым. Красочку дать? Так. Нет, красочку надо дать определенно. Потому что... Потому что хотя бы так вот. Мгм. Ну, на мой взгляд, больше не нужно. Но я Потому- тоже не хочу. Ну, мы прорезать на Юрия, насквозь. на Юрия Евгеньевича мы еще посмотрим. Если нам захочется усилить, то мы усилим. Ага. Но пока я бы вот до... Потому что в натянутом виде на человеке надо посмотреть, как это Ну всё, да. вот, выглядит, как дырка, при этом не дырка. Что, Да. собственно говоря, и требовалось. Баланс. Мгм. А сейчас мы приступаем к одному из самых веселых моих любимых, ну, вандалий, красивых изделий. Это наждачка. Если бы у меня была такая штука, которая на дрель нацепляется с блином, я бы просто вот так вот прошлась по всему плащу. Но здесь нам нужно сделать это очень аккуратно, потому что если мы увлечемся, у нас дырки окажутся, а дырки нам не нужны. Нам нужно очень аккуратно пройтись по ниточкам. Поэтому вот мы берем наждачку, берем кусочки наждачки и вот буквально, вот, ну, просто чтобы было вот таким вот образом, вот чуть-чуть, как будто реально вот чух-чух, вот, ну, как бы, чувак где-то валялся. Чувак неудачно вылез из космического корабля. Чувак неудачно кому-нибудь дал в дыню, неудачно покушал в китайском квартале. Ну, такое, руки об себя вытер. То есть такое. Главное, нитки не порвать. Еще фишка в том, что можно взять меленькую эту самую наждачку, а можно взять покрупнее. Мелкая наждачка дает более ровный застиль такой вот, ну, то есть вот такой вот, то есть песочек прям такой. А более крупная наждачка, она дает прям такие царапины, красивые фактурные царапины. Реально иногда хватает просто вот одним движением. Вот так вот. Вот у нас тут покрашено, и мы делаем вот так вот просто.
Оп, у нас вот так. Я не знаю, видно у меня, нет, у меня это короче. Не поверите, мы закончили. Та-дам! Ну, или почти закончили. Мы Но, по крайней мере, мы закончили с веверингом. с основной частью, да, мы прошли везде. Я надеюсь, вам хайлайтом. видно. Я надеюсь, вам видны нюансы. Ну, я потом подсниму Мгм. поближе. Даже так, в принципе, видно, где у нас хайлайты, где у нас затенено. То есть изделие стало выглядеть более поношенным с одной стороны, но в этом-то и есть смысл. Это и есть фактура. Оно теперь выглядит живым, то есть оно не выглядит совсем-совсем новым, нулевым, как будто вот его только с плечиков сняли в магазине, оно выглядит, как будто у него уже есть история. Что осталось нам сделать, Ирина Викторовна, с этой штукой? Через пару минут придет возлюбленный наш Юрий Евгеньевич. Мы померяем на него, проверим, как это смотрится на более объемном плечевом поясе, потому что манекен у нас, конечно, маловат. После этого мы проверим разметку застежки и поставим застежку. Поставим вот здесь вот удерживающую кнопку, потому что как мы не отбивали нашу возлюбленную кожу. А вот и Юрий Евгеньевич, видимо. Вот. И зашьем бачок. Так, ну, контрольная примерка прошла хорошо. Юрий Евгеньевич доволен. Конечно, а что с ним сделать? Теперь главное поймать Юрия Евгеньевича, когда он будет убегать в шубе заказчика. Очень быстро бежать за ним. Ты посмотри, он уже пятится Нет, нам назад. осталось поставить вот здесь вот кнопочку. Вот здесь под воротничком, чтобы зафиксировать вот этот момент. Кнопочки будет не видно, когда воротничок будет закрыт, как в фильме, в единственном кадре. Вот. Поставить вот здесь вот застежечку, где мы мелочком нарисовали, и закрыть наш подлез, бачок, и все. И завтра Завтра эта чудесная шуба будет отправиться к своему плащ бегущего по лезвию. Какая шуба? свинодизеля. Короче, завтра отправится к заказчику. Да, А сегодня у нас еще есть время с ним пообниматься. мы про Юрия Евгеньевича. Конечно. Все, чава какао, целую нежно, лайк, шер, торшер. Пока-пока!